Наконец-то мы можем показать вам то, что отсняли еще в сентябре. Дисклеймер. Видео некоммерческое, нам за него не платили. Это была наша личная инициатива познакомить вас с жизнью внутри российских геймдев-компаний. Мы делаем подобную рубрику первый раз, поэтому не судите строго. Приятного просмотра. И всем панк-рок, дамы и господа, всем здравствуйте, всем привет. Вы очень давно просили сделать подборку по самым крупным игровым компаниям, которые есть в России и в СНГ. И первая компания, которая позвала нас в гости, это Sperasoft. Сегодня мы снимаем один день из жизни компании Sperasoft. Погнали! Ну и любая хорошая компания, естественно, начинается с входа. Не будем тянуть время и пошли. О, привет. Привет. Нам открыла дверь прекрасная девушка. Скажи, кто ты? Привет, меня зовут Надя. Привет, а чем ты тут занимаешься? Я занимаюсь компанией маркетингом и коммуникациями. Классно, нам открывает дверь человек, который занимается маркетингом в компании. Отлично, покажешь нам офис? Да, конечно, пойдем. Пошли. Собственно, ой, здесь у нас водичка, я так понимаю, да? Или здесь люди отдыхают? Тут можно кофе попить. Хочешь кофе? Тут Хочу. у нас один из кофе-поинтов, который в компании. Ребят могут попить чай, кофе, все совершенно свободно. Классно, все в иллюстрации. Да. Шикарно. Отличное место, чтобы поговорить, обсудить какие-то насущные вещи. Утро начинается здесь обычно. Утро начинается здесь, то есть можно здесь просто подойти, взять чашку Да. и налить себе Да, кофеечку. налить кофе. Обалдеть. Я так понимаю, что мы сейчас в коридоре, где находятся переговорки. Да, у нас очень много переговоров в компании, и они интересно называются. Как? Вот это красное, это Марс. Все наши переговорки называются как планеты. Круто. Вот это Марс, туда дальше зеленый Нептун, Луна. Кубок Форт Боярд Sperasoft 2016 год. Не хухры-мухры, между прочим. А почему Форт Боярд? Наши ребята всегда участвуют в разных мероприятиях. Это одно из внутренних мероприятий наших. И как раз в 2016 году выиграли первое место, взяли Класс. кубок. А вообще постоянно ребята участвуют в разных ивентах спортивно. Бегают, прыгают, играют в теннис. В общем, Шикарно. Очень А там был активные невысокий человек с ключами? да, Был? да. Шикарно. Я слышал такую информацию, что в компании Sperasoft очень много артбуков, и они прям лежат на полках. Это вот, я так понимаю, одна из полок, на которой лежат артбуки. Да, это правда. У нас много артбуков, мы постоянно их закупаем. Я понимаю, то есть получается, что любой художник может подойти, взять книжку, полистать, посмотреть концепты, вдохновиться. Да, А забирать домой он их может? да. Может, но обязательно возвращать. Смотри, мы прошли по многим уже помещениям. Я так понимаю, что мы были сейчас у художников, а здесь кто сидит вообще? Здесь сидят ребята по проектам. У нас вообще офис делится таким образом, что ребята все вместе, и художники, и разработчики, если проект это допускает, работают все командами. То есть нет разделения там отдельно. То есть у нас есть одна секция, там, проект А, где сидят Да. художники, программисты, геймдизайнеры, проект Б, где они также сидят. Да, то есть в основном ребята сидят по проектам, но есть, конечно, также, где отдельно группами сидят художники, программисты и QA. Круто. А может ли сотрудник выбрать себе рабочее место? В основном это рабочее место, его назначают изначально, когда человек приходит, вот, но когда есть какой-то новый проект, эти места, естественно, выбираются, и ребята заезжают на новое место и там. То есть новую подожди, атмосферу минутку, позволю уточнить. То есть если, например, человек работал над проектом А, он его сдал, там проект вообще выстрелил, все круто, потом начинается проект Б, ему говорят, вот проект Б в другом месте, он переезжает, что ли? со Да, своего? все перемещаются. То есть, когда, например, завершается проект, то целиком все файлы удаляются, компьютер целиком чистится, и дальше на новый проект уже как с нового листа все начинают работать.
Это специально для тех, кто любит устанавливать новые кисти каждый день. Мамка родная! Здесь еще у вас и спортзал. Шикарно. Сейчас мы будем показывать вам, как на самом деле должны делать художники. Я так понимаю, мы пришли в столовую, здесь у нас люди едят, правильно? Да, тут кушают в основном, завтракают, обедают, ужинают. У нас есть всегда какие-то вкусности. Тут даже есть вкусняшки и тортики. Шикарно. Да, у нас всегда есть фрукты, всегда есть какие-то печеньки. Вот даже сейчас, например, есть тортики, поэтому если вдруг кому-то не хватает немножко сахара, можно прийти и... То есть прям прийти съесть тортик, или если зазор, что фрукты какие-то? Да. Фрукты уже разобрали. И еще я так понимаю, что здесь столы, как стоечка и аппарат с напитками. Да, ребята могут покупать еду здесь, в основном обедают, либо просто встречаются, здесь общаются. Очень удобно. Все помещаются. И иногда у нас проходят вечеринки какие-то большие. Здесь тоже либо дни рождения. Если кто-то отмечает, то обычно приносят пиццу. Вот, раскладывают здесь. Отличная барная стойка. Слушай, а ты сказал, у вас больше 300 сотрудников. Это сколько пиц нужно на больше, чем 300 сотрудников? Много? Ты воруешь у... Ай. Малина и Таня. Прекрасно. Я так понимаю, это самый известный учебный центр Спирософта мы сейчас, да, находимся? Да, тут у нас тренинг-рум, самая большая комната, где у нас проходят конференции, тренинги, ребята обучаются, в том числе и художники, тут проходят сессии раз в 2 недели. Это наброски, про которые я слышал, да? Да, с натурщиком или с натурщицей, в общем, все это проходит здесь. А прийти может любой сотрудник? Да, совершенно любой. То есть не обязательно художник, у нас идет рассылка на Team о том, что проходит такое мероприятие, и даже любой разработчик, если он любит и хочет рисовать, он может прийти сюда и... Класс. То есть вы сюда приглашаете натурщиков за свой счет, по сути, Да. компания все Да, оплачивает, да. и любой художник может прийти порисовать. Да. Отлично. Интересно. А сколько здесь человек вмещается? Ну, где-то 50-60. 50-60 человек. Класс. Шикарно. Как часто? Раз в 2 недели? Да. Спирософт привет. Я прошел вот буквально-таки мимо, и я хочу тебя спросить, что это за криповая хрень? На самом деле это не хрень, это фреска с нашего бывшего офиса. Раньше офис Спирософт был на Васильевском острове. И вот это целиком стена, которую мы просто взяли оттуда и привезли То есть сюда. вы выпилили физический кусок стены из старого офиса? Да, это так. Нам очень понравилась вот эта композиция, которую ребята нарисовали, и это такой кусочек античности, который есть в нашем новом офисе. То есть это раскопки со старого офиса? Ну, можно так сказать, да, вот у нас есть такая памятная табличка, в которой как раз таки написано, что это наш амулет. Это амулет, который защищает сотрудников Спирософта. Абсолютно. К нему надо прикладываться? Можно чуть-чуть, аккуратненько вот тут вот снизу, и будет тебе счастье. Будет счастье, да, все. Ну и с места в карьер мы решили опросить сотрудников Спирософта о том, каково им здесь работается. И да, пожалуйста, не пишите нам в комментариях, этот формат мы реквизировали у Юры Дудя. Привет, расскажи, пожалуйста, во-первых, как тебя зовут, как давно ты работаешь в компании Спирософт и что ты интересного делаешь? Привет, значит, меня зовут Сергей, в Спирософте я чуть больше 2 лет. Работаю здесь столько, сколько лет уже здесь никто не работает, по-моему. В 2D отделе, если не брать нашего креатив-директора Пашу Балабанова, я самый старый работник. 3 года я работаю в компании, начал с middle-аниматора. В компании почти 7 лет, приходил на должность 3D-артиста,
Ну и, соответственно, сейчас Associate. Был еще Lighting артистом, если это кому-то интересно. Привет, меня зовут Юлия Балышкова, я junior 2D артист, я работаю здесь 7 месяцев. Вообще, официально я Associated Art Director. Для тех, кто не знает, это Junior Art Director. То есть я только заступил на эту должность, до этого я этим не занимался. Вот. А по факту я выполняю работу Lead Environment Artist, это называется. Собственно, я главный за разработку локаций для некоторых игр. Подожди, я пришла как младший художник, просто художник, младший художник. Потом я много-много работала, потом я полидовала на одном проекте, потом снова поработала, потом меня сделали синьор-артистом. И с тех пор уже, наверное, года 2 или 3 я синьор-артист, главный, старший художник. Вот, так работаю до сих пор. Ну, выше уже только распинывать всех в арт-директора. А так я прям уже все. Уже прям самый старший, самый ведущий, самый классный художник Sperasoft. Я работаю сеньор-аниматором в компании Sperasoft. Сейчас уже можем сказать, что работали над Assassin's Creed Odyssey, делали Wildlife. До этого делали для Origin Assassin тоже весь Wildlife и кое-что, что не можем говорить. И, в общем, много анимации интересной, сложной. Привет, я Александр Штонда, Associate Art Director компании Sperasoft. Работаю в арт-департаменте. Окей, что самое классное в твоей работе? Я создаю другие миры. То есть они могут быть похожи на наш мир, не похожи, но в любом случае это чистое творчество, и я ответственный именно за визуальное решение. И это очень круто, потому что я художник, я всегда к этому стремился. Я мечтал делать игры с 1 класса, поэтому моя мечта сбылась, и это очень круто, потому что я, занимая лидирующую позицию, я именно тот человек, который задает направление всего этого безобразия художественного. Зарплата вообще не шучу. Нет, на самом деле классно же в работе, что ты сидишь, приходишь, рисуешь, а тебе за это деньги платят. А? Разве это не самое лучшее в работе художника? Ты рисуешь, тебе за это деньги платят. Ну, нужно понимать, что в игровой индустрии оживляют все-таки геймдизайнеры, а аниматоры только их руки. И именно самое крутое – это и взаимодействие между командами, когда работают геймдизайнеры, программисты, аниматоры. И вот тогда создается именно живая сущность, и очень круто придумать что-то и потом это реализовать. Самое главное – это постоянное личностное и профессиональное развитие. Ну и возможность работать с самыми передовыми технологиями и с самыми крутыми проектами. Давай вот официозы берем, вот это вот прям из буклетов. То есть нужно врать, что ли? Мне здесь нравится, потому что я каждый день работаю над самыми крутыми проектами. Блин, вот если ты спросишь, что самое классное в моей работе, я не смогу тебе сказать, потому что в моей работе офигенно абсолютно все. У меня просто ультра ништячный коллектив, у меня очень крутой арт-дир, у меня классная команда, у меня классный офис, классное рабочее место, классные тулзы, все круто, невероятно, очень здорово, я просто счастлива. Можешь ли ты рассказать, как устроен твой пайплайн на работе? Примерный хотя бы. Ну, как такового у меня нет пайплайна, у меня есть просто расписание, которому мне приходится следовать, потому что в противном случае я просто не успею покрыть все задачи, которые я должен выполнять. Как лид я первым делом с утра проверяю все, что было сделано за предыдущий день, раздаю фидбэки товарищам, буквально через Skype. Раскидываю это все, после этого я решаю вопросы, которые набежали, ко всему этому. Там всякие геймплейные вещи, какие-то поломатости, баги с предыдущих карт и весь этот трэш, который почему-то не могут решить люди сами, но это не важно. Потом у меня перерыв, примерно час я бездельничаю, отключаюсь полностью, потому что думать о работе это очень сложно постоянно. Потом я делаю то же самое на другом проекте, все повторяется. Собственно, и потом вечером, если у меня остается время, я занимаюсь какими-то художественными идеями и решаю какие-то дополнительные задачи. Обычно я на самом деле ранняя пташка, потому что у нас день рабочий начинается в 11:30 официально, до 8, а мне не нравится уходить с работы в 8, поэтому на работу я обычно прихожу где-то в 10-10:30 утра. Зимой буду приходить в 11, потому что зимой сложно просыпаться. И ухожу в районе 7. И я в основном прихожу, и у меня, как правило, уже есть какое-то текущее количество задач, и проверяешь почту и начинаешь делать какую-нибудь из этих задач, на которую есть фидбэк.
А если никакого фидбэка нет, ты берешь новую задачу. А пайплайн на самом деле в зависимости от проекта. Ну, то есть даже сейчас в зависимости от тасков, потому что есть таски на иллюстрацию, там один пайплайн, таски на концепты, там вообще другой. По-разному. Сейчас у меня очень много ручного рисования, то есть очень мало используется там фоток и 3D, но вот сижу и рисую руками. Это до сих пор нужно. Это до сих пор востребовано. Ура! Ну, это довольно сложный вопрос, потому что у нас от проекта к проекту здесь даже отличается пайплайн довольно сильно. На моем проекте хорошо то, что у нас сконцентрировано все в одном месте. То есть сейчас мы добились того, что мы будем делать и техническую часть, и анимационную часть, и здесь уровень взаимодействия будет гораздо легче, не нужно будет просто ругать людей на той стороне, которые какую-то вещь плохо сделали, просто подошел к соседнему столу и попросил вежливо, человек тебе поможет. Это очень сильно помогает достигать хороших результатов быстро. Прихожу, пью кофе, разговариваю с людьми, потом опять пью кофе, еще с людьми разговариваю, раздаю фидбэки, выслушиваю от людей то, что они думают о моих фидбэках, и раздаю фидбэки снова. Пью кофе, ухожу домой. Ну, я радостно прихожу на работу, сажусь на нее и работаю ее, пока не начну засыпать. В идеале могла бы сказать, что мой рабочий день 8 часов, но это не всегда корректно, потому что иногда он 10, иногда он больше, но это исключительно моя инициатива в связи с тем, что я очень люблю свою работу, и я бы хотела делать ее еще и еще. Окей, чем работа тут отличается от работы в других компаниях? Что самое необычное у тебя здесь было? В Microsoft меня очень порадовало, что компания очень заботится о желаниях художников. Я уж не знаю, кто программисты, но здесь реально учитываются ожидания людей. Ну, то есть не то, что по щелчку пальца тебя переводят на работу, которую ты хочешь делать, но мотивация человека, его желания, они очень сильно эффектят на то, что он делает. И очень много примеров, когда люди, и, собственно, я в том числе, потому что мне было интересно делать одно, мне предложили другое, мне было интересно развиваться, я двинулся дальше. И эта ситуация, это не какие-то исключения из правил, это политика компании. И это было очень круто. А в целом, это IT-компания, я работал до этого штук в 5, наверное, тоже гейм-конторах, и в целом, это то же самое. То есть дружественная атмосфера, как бы куки на кухне всякие, корпоративы, но вот единственная вещь, которая сильно отличалась, это именно подход к развитию людей и помощи им. В одной из компаний, в которых я работала, там был, например, очень четкий распорядок дня. То есть ты должен был приходить туда в 10 утра, ровно. У меня нет проблем с тем, чтобы не опаздывать. Но все равно, когда у тебя есть возможность более-менее какого-то построить свой график погибче, это прям намного лучше и намного удобнее. И в этом плане здесь прям большой плюс. Или там тебе срочно нужно уйти, не срочно, пораньше уйти. И здесь тебя никто за это не наругает, если ты при этом нормально работаешь, и это не влияет на продакшн. И это прям большой плюс, что у тебя нет привязки ко времени. Не знаю, насколько сейчас в других компаниях вообще существует, но опять-таки раньше полностью белые всякие там зарплаты и полностью вообще трудоустройство раньше было не самой распространенной штукой, по крайней мере, в питерском геймдеве. Сейчас вот у нас тут все вот так вот хорошо. Можно брать кредиты, ипотеки. Потому что здесь стабильно. Большая компания позволяет чувствовать себя уверенно. Не думаешь о завтрашнем дне, думаешь только о том, как бы дожить до пятницы. Повторюсь, постоянное развитие личностное, профессиональное. Здесь самые крутые проекты из всех студий, что я знаю. И самые передовые технологии, да, то есть ни в одной из студий, насколько я знаю, нельзя, например, с Unreal поработать или с Frostbite. Здесь можно. То есть для меня, как для профессионала, это самое главное. Знаешь, когда ты работаешь на некой работе и думаешь, что, пожалуй, это лучшее, что может с тобой случиться, типа, когда ты фрилансишь на графическом дизайне, например, и ты чувствуешь, что на самом деле это не так, и это не твое, и тебе хочется чего-то другого, и ты слушаешь классные истории про то, как круто было бы работать художником, как работают художниками, и думаешь, да нет, это все фигня, они преувеличивают, не может быть так классно, а потом приходишь сюда, и капец. И все. И это как, не знаю, мне 30 лет, и я живу в своей мечте, наверное. Правда ли, что Спер делает каждый тематический корпоратив, и на них происходит какая-то интересная вакханалия? В вакханалии за 7 лет я и правда повидал немало, но все, что было в Спере, остается в Спере. Окей, но мы знаем, что геймдев компаний, откровенно говоря, много. Почему джуниорам стоит стремиться вот здесь именно работать? В чем профит?
Профит в проектах, потому что Spirasoft работает с очень крутыми проектами. И если мы говорим о прокачке базовых скиллов, то работая на проектах AAA, можно прокачать то самое качество, которое необходимо в дальнейшем, если хочется двигаться дальше или продолжать развиваться. То есть проекты — это, по-моему, базовая функция, то есть самый мажорный бонус, который можно получить, придя в Spirasoft. Вот. Ну и плюс куча опытных людей, которые уже давно работают на этих проектах. То есть откуда брать весь этот необходимый опыт. Я очень люблю всю свою команду, я бы не пожелала другой. Это действительно очень классно, это такая семья. Я на самом деле очень боялась этого, потому что все-таки 8 часов, 5 дней в неделю ты приходишь, ты не знаешь, с какими людьми ты столкнешься, это страшно. И к тому же я джун, и люди могли бы поплевывать на меня со своих сеньоров и мидлов, знаешь. Вот, но они так не делают. И это очень миленько с их стороны. Да я постоянно расту над собой, честно говоря. Раньше я издевался над джуниорами, сейчас я стараюсь этого не делать, и я расту как личность. Здесь одно из немногих мест в России, где производятся игры такого уровня. Просто когда ты смотришь трейлеры игр и думаешь, боже мой, какие боги это делали, потом ты приходишь и через 3 года ты говоришь, я вот Ассасина делал. Это, с одной стороны, ты немножечко гордишься, с другой стороны, ты начинаешь видеть, как делается игра, из чего она состоит. И эта профессиональная деформация приводит к тому, что тебе уже не так клево. Как обычному аниматору смотреть мультфильм, он начинает говорить, говно тут схалтурили, да, а здесь молодец какой-то, работал очень хорошо. То же самое с играми, начинаешь их немножечко дробить уже на составные части. Вот и небольшое видео про компанию Spirasoft. Естественно, ссылки на саму компанию будут в описании, и если вы хотите здесь работать, то можете найти там адрес HR. А если вы компания, которая заинтересована в таком ролике, пожалуйста, пишите на нашу официальную почту. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажать на кнопку колокольчика. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя.